На фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном Иран официально отверг ультимативные требования администрации президента США Дональда Трампа, заявив, что не намерен ограничивать дальность своих баллистических ракет и готов обсуждать с американской стороной исключительно ядерную программу. В Тегеране подчеркивают, что ракетный арсенал рассматривается как ключевой элемент национальной обороны и не подлежит каким-либо компромиссам. По данным Wall Street Journal, иранская сторона уже отклонила ряд требований Вашингтона, включая полное прекращение обогащения урана на территории страны, существенное сокращение ракетных возможностей корпуса стражей исламской революции и прекращение поддержки союзных сил в регионе, в том числе Хезболлы, Хамас и хуситов. Высокопоставленные иранские чиновники подчеркивают, что право на гражданское обогащение урана является суверенным и не может быть поставлено под сомнение в рамках каких-либо переговоров. На этом фоне, как сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации, Дональд Трамп в условиях отсутствия прогресса в диалоге с Тегераном рассматривает возможность нанесения масштабного военного удара по Ирану. Обсуждаются сценарии атак по объектам ядерной инфраструктуры, государственным учреждениям, а также по представителям иранского руководства и силовых структур. Окончательное решение пока не принято, однако в Белом доме считают, что военные возможности США существенно расширились после прибытия в регион авианосной ударной группы во главе с USS Абрахам Линкольн. Попытки дипломатического урегулирования, включая обмен посланиями через оманских посредников и контакты между специальным представителем Трампа Стивом Уиткофом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, результатов не дали. Ключевым камнем преткновения остается ракетная программа. США настаивают на ее ограничении, тогда как Иран категорически отказывается включать этот вопрос в повестку переговоров. Параллельно Вашингтон продолжает наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. По данным The War Zone, в регион дополнительно переброшены ракетный эсминец, самолет радиоэлектронной разведки RC-135A Rivet Joint, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD. В зоне ответственности CENTCOM в настоящее время находится около 10 кораблей ВМС США, что, по оценкам аналитиков, выходит за рамки стандартного уровня присутствия и указывает на повышенную боевую готовность. Иранская сторона в ответ заявляет о готовности к жесткому и немедленному ответу на любую агрессию. Министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что нападение будет расценено как начало масштабной войны, а советник верховного лидера Али Шамхани предупредил о серьезных последствиях для США и их союзников. Спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф заявил, что Тегеран открыт для честного и искреннего диалога, однако отметил, что Трамп может начать войну, но не сможет контролировать ее исход, а под угрозой окажутся тысячи американских военнослужащих. Как сообщает Reuters, в окружении президента США также обсуждается вариант так называемых «точечных ударов» по представителям иранского руководства и сил безопасности с расчетом на возобновление массовых протестов и дополнительное ослабление режима. Рассматриваются атаки по высокопоставленным силовикам, штабам, ракетным базам и остаткам ядерной инфраструктуры. При этом арабские и европейские официальные лица выражают сомнения в том, что подобные действия способны привести к устойчивой внутренней дестабилизации в Иране, даже если они вызовут новую волну протестов. Израильские эксперты отмечают, что смена режима возможна лишь при сочетании серьезного внешнего давления и организованных внутренних выступлений. Дополнительное напряжение внесло заявление госсекретаря США, подтвердившего, что Вашингтон оставляет за собой право на превентивный удар в случае получения информации о готовящемся нападении со стороны Ирана. По его словам, на американских военных базах в регионе уже находится около 40 тысяч военнослужащих. На этом фоне усиливается дипломатическая активность.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ближайшее время посетит Турцию для переговоров с главой МИД Хаканом Фиданом, где будут обсуждаться двусторонние отношения, ситуация внутри Ирана и развитие событий в Сирии. Параллельно в Анкаре состоялась встреча Фидана с послом США и специальным представителем Вашингтона по Сирии Томом Барраком, в ходе которой также затрагивалась напряженность между США и Ираном. По данным Axios, в Вашингтоне находятся представители оборонных и разведывательных структур Израиля и Саудовской Аравии. Израильская делегация передает американской стороне разведывательные данные о потенциальных целях в Иране, в то время как представители Саудовской Аравии настаивают на недопущении масштабной войны и призывают к дипломатическому решению кризиса. Иранские СМИ сообщают, что Россия и Китай в ближайшие дни присоединятся к совместным военно-морским учениям с Ираном в Оманском заливе и северной части Индийского океана. Эти маневры рассматриваются как политический и военный сигнал США и Израилю. На этом фоне авианосец USS Эйбрахам Линкольн уже находится в акватории Оманского залива. Тегеран также демонстрирует наращивание собственных военных возможностей. По информации агентства ИРНА, вооруженные силы Ирана получили около 1000 стратегических беспилотных летательных аппаратов, включая наземные и морские дроны, которые были переданы всем 4 видам вооруженных сил – сухопутным войскам, ВВС, ВМС и подразделениям ПВО. Аппараты предназначены для ведения разведки, наблюдения и нанесения высокоточных ударов. В иранском военном руководстве подчеркивают, что развитие асимметричных возможностей, в том числе беспилотной авиации, рассматривается как ключевой элемент сдерживания и подготовки к отражению возможной агрессии. Дополнительную напряженность вызвало решение Евросоюза признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией. В Тегеране расценили этот шаг не как юридический акт, а как политический жест, свидетельствующий об ограниченности инструментов влияния Европы на ситуацию в регионе. В ответ Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана выступил с жестким заявлением, предупредив, что последствия признания КСИР террористической организацией напрямую коснутся европейских политиков, подчеркнув, что ответственность за возможную эскалацию будет лежать на европейских странах. Военное присутствие США продолжает расширяться. По данным Reuters, эсминец USS Delbert D. Black присоединился к американской группировке на Ближнем Востоке. Одновременно Китай выступил с резким предупреждением в адрес Вашингтона. Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Пекин решительно выступает против любых военных авантюр США против Ирана, назвав подобные планы угрозой региональной катастрофы и грубым нарушением международного права. Экономические последствия эскалации уже отражаются на внутренней ситуации в Иране. Курс иранского реала обновил исторический минимум, опустившись до примерно 1 670 000 за доллар США. Сообщается также о вылете иранского правительственного борта, используемого для перевозки высокопоставленных чиновников из Тегерана в Москву. По информации Wall Street Journal, Дональд Трамп был проинформирован о нескольких вариантах военного удара, совместно разработанных Белым домом и Пентагоном. Один из них, получивший неофициальное название «Большой план», предполагает широкомасштабную кампанию бомбардировок объектов режима и КСИР. Согласно расписанию Белого дома, президент США в ближайшее время намерен выступить с обращением к нации. Параллельно Иран пытается снизить риски региональной эскалации. В частности, состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Ирана и Азербайджана Аббасом Аракчи и Джейхуном Байрамовым, в ходе которого азербайджанская сторона заверила, что воздушное пространство страны не будет использоваться для ударов по Ирану. Отметим, что на этом фоне аффилированный с КСИР иранский канал опубликовал сообщение о том, что американский военный самолет, предназначенный для операций скрытого проникновения и эвакуации,
и используемый силами специального назначения США, якобы движется в направлении Азербайджана. В публикации подчеркивается, что Иран не доверяет ранее данным ему обещаниям. Таким образом, дипломатический трек между США и Ираном фактически зашел в тупик, а наращивание военного давления и жесткая риторика с обеих сторон существенно повышают риск прямого вооруженного столкновения, последствия которого могут выйти далеко за пределы региона. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе ключевых событий и самых актуальных новостей из мира и Ближнего Востока.